Zombie apocalypse. Hello everyone guys, welcome back to the channel to another music reaction video. This is Not OK Gaming or это не Gaming here, and today we got Hammerfall, Hammer of Down, newest release from the Swedish power and heavy metal veteran band. This will be the title of the upcoming album, which will be released in early next year. So let's dive into it a bit closer. So I wanna tell you guys a story about how I first time hear the Hammerfall. So it was back in the day, like 2008 or 2009. I was at my grandpa house and watched talent show. Yeah, it was talent show, like Ukrainian talent show. It's like analog of American Got Talent or British Got Talent. It's like the same show. It was first season of Ukrainian Got Talent, and of course it was a lot of ads. And after the ads of the show, I decided to scroll up the channels, TV channels, and I got a music TV channel called maybe eMusic or something like that, and there was a music video called Bloodbound, of course, one of the most legendary songs, and I was like, okay, this is great, this is great band, absolutely loving it. And after the whole thing, after the watched talent show and music video, I came home and downloaded full albums of Hammerfall. It was like, yeah, 2009 probably. 2009. So it's basically the story. Since then I fall in love with these guys. Now it's like they are like veterans of the scene, yeah, but they're still kicking some asses around. So let's see and find out what will bring us today with Hammer of Down. Итак, ребят, всем привет, с вами это Неок. Сегодня у нас очередная музыкальная реакция. Сегодня у нас Hammerfall, ветераны Power и Heavy Metal сцены, Hammer of Down песня. Одноименный будет альбом, который выйдет в следующем году, в начале следующего года. И, как я уже по-английски говорил, небольшая предыстория. То есть я был у бабушки дома, сидел, по-моему, смотрел талант-шоу, украинское, ну, то есть аналог любого талант-шоу в мире. У нас, по-моему, тогда шел первый сезон. По-моему, был 2009 год, если я не ошибаюсь. И в перерыве, там была реклама, и в перерыве я решил поклацать, да, попереключать канал, это уж не смотреть рекламу, все же правильно. Переключать канал, и, по-моему, попал на канал, который назывался вроде бы как eMusic или eMusic, как-то так. И увидел вот этот вот клип с этим большим, огромным молотом во льду, там в этих горы, лед, большой молот по центру экрана. Такой думаю, блин, ну это круто, это супер круто, и я, блин, с тех пор, можно сказать, с ним влюбился в эту группу, и пришел домой после того, как посмотрел талант-шоу, посмотрел их, ну, первый раз услышал, я загрузил все песни, я загрузил все альбомы на тот момент, на тот год, на 2009 год, и прослушал их всех. Сейчас я уже, не сказать, что я там все треки помню, но треки, как говорится, иконы, то есть вроде как я еще в силах вспомнить, то есть у нас Bloodbound, Hearts of Fire, Last Man Standing и так далее, то есть есть треки, которые легендарные у этих ребят. Ну, как по мне, не знаю, может кто-то другие треки еще перечислит в комментариях, пишите.
Поэтому давайте посмотрим, что такое Hammer of Down. Давайте глянем. 3, 2, 1. Поехали. Ну, проигрыш у них всегда просто суперстарный. Так, ну, что сказать. Как обычно, у них такие вступления, потом куплеты. У них... Как это можно описать? Я даже не знаю, как это правильно описать. Вот у них... Вот ты узнаешь, да, ты узнаешь. Есть такие группы, почему они считаются крутыми, легендарными. Даже если они сейчас уже не собирают супер там огромных аудиторий на каких-то там концертах. Даже если у них кажется, что самые крутые времена их не прошли. Хотя, может, это еще не так. То есть, никогда не стоит товарищей прям списывать. Но ты узнаешь всегда эту музыку, этот стиль, и именно в Хаммерфоле ты вот это вот их не... Особенно по вокалу, конечно же, по голосу солиста очень-очень-очень сложно не узнать. Очень сложно. Немножко медленнее песни, чем их обычные. Даже если можно сравнить с последними их какими-то релизами, да, какой-нибудь Sweden Rock, да, то есть там оно чуть-чуть быстрее, динамичнее, но здесь оно такое ритмическое, да, ритмическое тан-тран, тан-там, то есть у них вот именно на этом акцент идет, на ритме таком. Здесь идет ритмика больше, но все равно очень-очень круто сделано. Поехали. Вот даже, кстати, вот в этом припеве, кстати, они очень, можно сказать, даже очень похожи на Сабатон. Очень-очень сильные такие, именно припев, конкретно припев, давайте еще раз возьмем. Вот именно припев. Кто меня понимает, и сравните с Сабатоном.
So guys, just compare the Horus with Sabaton songs. Very, very, very similar. Of course, they're both from Sweden, maybe some working together. Maybe not. Who knows? Who knows? It's very, very similar. It's for me, personally, for me. Maybe you guys have a different opinion. Write in the comments below. I will answer, and we can discuss some of this stuff. So it's very, very cool. It's like Hammerfall lines and intros plus Sabaton Horus. It's like mashup. И гитарное соло. Всегда офигеннейшее гитарное соло. Now raise the hammer to the sky. This is your time, live or let die. Under 1,000 shining suns, your final showdown has begun. Hammer of dawn will lead the way. You live to fight another day. For every battle there's a scar, telling the story who you are. Вот этот проигрыш просто. Сильный проигрыш. Красиво очень. Очень-очень красиво. Йоаким Канц, да? То есть даже вот с Доминионом, вот мы здесь видим Доминион. Доминион, он немножко побыстрее, немножко подинамичнее, но все же. Я думаю, это вот как для титульной песни альбома. Сильная штука. Может быть, где-то будет еще сильнее песня в плане динамики. И скорее всего, они будут. И я надеюсь, что будут еще какие-то релизы, клипы нового альбома. Поэтому будем ждать. Ветераны никогда не подкачают, я думаю, потому что они знают свое дело, очень хорошо. Такая вот реакция. Подписывайтесь еще раз на социальные сети. Сорян, что так не часто делаю видео, потому что вот только вроде разгребся со своей, в принципе, основной работой, да, то есть это у меня как хобби больше, там, ютубчик, стримы и так далее. Вроде немножко разгребся с основной работой. Может быть, будем чаще это все опять заниматься, потому что охота, есть желание, как бы, почему бы и нет. Поэтому подписывайтесь на Twitch, YouTube, Instagram, Telegram, все ссылочки в описании, все анонсы в Телеграме, все вот оповещения там по поводу новых видео, стримов, пощу в Telegram. Instagram тоже выкладываю вот эти фоточки, и именно обычно reaction pictures, да, то есть себя на фоне там клипа какого-нибудь обычно выкладываю тоже, плюс Twitch, играем в игрушки. Сегодня как бы у меня все, куча планов на Twitch в плане контента, но, блин,
Где бы это еще столько времени найти, понятное дело. Понятное дело, где-то лень, где-то вот работа вот основная загрузила. Поэтому очень большие планы есть на прохождение всех Souls-лайков. Потому что скоро Elden Ring. Elden Ring мы будем залетать с 2 ног, с 3 ног. Мне кажется, будет лучшая игра в истории. Скорее всего, она, да? Поэтому сейчас мы добиваем Gloomhaven, записываем Gloomhaven, все гайды на всех персонажей, может быть, на конкретные сценарии, там, с боссами и так далее, по просьбе уже зрителей. Потом будем залетать, начиная с трилогии, закончим Code Vein, потому что он меня начат, потом, может быть, Lords of Fallen какой-нибудь у меня еще есть, и потом трилогию Dark Souls сделаем. Я думаю, как раз к тому времени Elden Ring уже будет на горизонте, поэтому очень жду, очень жду. Поэтому нужно потренироваться, протестить вот этот вот геймпад. Вот этот вот геймпад, который взял, да. Нужно будет его протестировать. Поэтому будем врываться. Еще раз подписывайтесь, все ссылочки в описании. Пишите комментарии. Очень хотелось бы, конечно, каких-то лайков. Каких-то, может быть, дизлайки сейчас отключили. Ну, как бы, окей. Может быть, фоллоу на Твиче, может быть, подписку. Может быть, подписку в Телеграм. Никого не заставляю. Все по желанию. Само собой. Буду просто очень-очень рад. И, как обычно, желаю всем хорошего добра. Ох, господи, хорошего добра, хорошего настроения, добра и здоровья. Всем пока, с вами был Таниок. До скорых встреч.